Собачки породы Шарпея многим кажутся милыми и забавными из-за морщинистой кожи. Однако человек с такими складками, а тем более ребенок, пожалуй, шокирует любого. Поэтому, когда у молодой женщины из Австралии родился малыш с избытком кожи, она и муж пришли в шок. Эта история облетела мир в начале 1990-х, правда тогда интернет еще не вошел в каждый дом, и поэтому маленький Том Теннет из Австралии, мгновенно став знаменитым, также быстро исчез из поля зрения. Тем интереснее узнать, что стало с этим мальчиком-шарпеем в будущем и как он выглядит сейчас. Том родился с таким избытком кожи и таким количеством морщин, что врачи-акушеры просто оторопели, они никогда в своей практике не видели ничего подобного. Еще во время беременности мамы Тома они увидели по результатам УЗИ эту аномалию и, конечно, предупредили о ней будущих родителей. Однако те решили не избавляться от ребенка, а оставить его. Джефф Теннет, отец Тома, позже признавался журналистам, что еще до родов у них с женой было бурное обсуждение этого вопроса, и в итоге они решили, что суждено, то суждено, и отказались от предложенного будущей маме аборта. Если не считать огромных складок по всему телу, том рос обычным мальчиком, при этом мама и папа позволили специалистам изучить феномен их малыша. Еще в раннем возрасте он провел 2,5 месяца в больнице, где ему провели тщательное обследование и взяли множество анализов. Он был первым ребенком в медицинской практике, родившимся с таким избытком лишней кожи, и ученым предстояло определить, почему так произошло. Сходство с собакой породы Шарпея было очевидным, и исследователи догадались начать рыть именно в этом направлении. В итоге они нашли общее у Тома, как и у щенков Шарпея, концентрация гиалурановой кислоты в коже в 100 раз превышала норму. Благодаря этому врачи предположили, что с возрастом у мальчика этот уровень кислоты снизится и кожа разгладится, ведь у взрослых шарпеев она тоже не такая морщинистая, как у щенков. Врач Тома Эндрю Рамсден обнадежил родителей мальчика: не переживайте с возрастом, скорее всего его болезнь пройдет. Они поверили доктору, и в итоге он оказался прав. С каждым годом глубоких извилистых морщин на теле ребенка становилось все меньше. Конечно же, детство Тома нельзя было назвать безоблачным. Во-первых, родителям приходилось больше времени уделять уходу за его кожей. Во-вторых, он регулярно проходил обследования и выполнял определенные процедуры. В-третьих, хотя соседи по дому и по улице любили необычного мальчика, все-таки находились и злые люди. Том постоянно терпел насмешки в школе, но он мужественно их перетерпел, и даже когда ребята не хотели брать его в свои игры, делал все новые и новые попытки влиться в коллектив. И постепенно он нашел общий язык с одноклассниками, завоевав уважение и авторитет в классе, хотя это произошло и не сразу. Нам тоже приходилось нелегко, вспоминает Дебби, мама мальчика. Например, однажды, когда Том был совсем маленьким, я зашла с ним в пекарню, и к нам подошла незнакомая Женина, удивленная его внешностью. Внимательно посмотрев на Тома, она заявила мне, что такого ребенка не стоит выводить на публику, мол, его нужно прятать. Это меня тогда очень возмутило и обидело. Я так растерялась, что даже не нашлась, что ей ответить, но для себя потом решила, буду любить нашего мальчика еще сильнее и не перестану нежно заботиться о нем. С ранних лет Дебби и Джефф учили своего сына принимать и любить себя таким, какой он есть. Пара верила, что настоящая красота идет изнутри, и они привили те же ценности сыну. Как-то во время интервью школьник сказал журналистам, что каждый раз, когда смотрится в зеркало, видит в нем доброго любящего человека. Уже к 10-летнему возрасту Том стал выглядеть почти как обычный мальчик, у него еще оставались складки на теле, но уже на такие сильные. Когда же его спросили журналисты, что он думает о мнении о нем друзей, мальчик рассудительно заметил: они ничего мне не говорят о моей внешности, потому что они мои друзья. Но даже если бы и сказали, то меня мало волнует, кто что обо мне думает. Кстати, некоторые ребята говорят, что я выгляжу лаже круто. А на вопрос, чтобы он хотел в себе изменить, школьник ответил, вероятно, ничего. В общем, с самооценкой у Тома было все в порядке, и это именно заслуга его родителей, которые растили его как обычного ребенка, никогда не заостряя внимание на том, что он отличается от других. Когда Том стал взрослым, уже появились социальные сети, однако он решил не выставлять свою жизнь на показ, и о его аккаунте мало кто знал. Тем же, кто все-таки задался вопросом, как сложилась его жизнь, удалось выяснить, что вырос мальчик симпатичным молодым человеком с абсолютно обычной внешностью.
Теперь уже и не поверишь, что с кожей у него когда-то было что-то не так. Более того, некоторое время назад Том Теннет женился. Семья живет в городке Франкстоне, что под Мельбурном. Супругу мужчины зовут Ханна, и она очень его любит. Наверняка она знает, что у ее мужа в детстве была такая необычная проблема, но, судя по всему, ее это нисколько не смущает. Жизненный девиз 30-летнего Тома прост: «Ты делаешь свой выбор и не оглядываешься назад». Именно так поступили когда-то его родители. Они ни разу не пожалели, что не отказались от особенного ребенка, и их вера и любовь превратили мальчика Шарпея в привлекательного, самодостаточного и счастливого мужчину. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.